Тема 696. Экспресс-стрижка. Когда я недавно услышала о существовании сети парикмахерских «Экспресс-стрижка», я поняла, что это моя мечта. Не потенциального бизнесмена, а клиента. Я всегда мечтала о такой парикмахерской, в которую можно просто зайти, в порядке живой очереди постричься за 15 минут, и уйти. Без предварительной записи, без мучительных процедур, когда тебе сначала моют в раковине голову, после стрижки, предлагают побрызгать лаком. Зачем брызгать мои волосы лаком, если я сразу после стрижки пойду домой и смою с моих волос всю прицепившуюся к ним грязь, а вы думали, в парикмахерских расчески одноразовые, или что ножницы каждый раз протирают спиртом, или что обрезки ваших же волос не падают на вашу голову и не застревают в ей. Дебрях. Моя знакомая парикмахерша отводит каждому своему клиенту час времени, а стрижет все равно за 15-20 минут, но она хорошо стрижет, жаловаться не буду. Когда я ее спросила, что уже все. В том смысле, что слишком рано она меня отпускает, она мне ответила: я вашу стрижку настолько досконально знаю, что мне требуется всего лишь 15 минут, чтобы убрать лишнее. И все. При этом меня такая услуга напрягает. Большинство бюджетных парикмахерских нашего города, ни салонов красоты и ни представителей какой-либо крупной сети, представляют из себя общее помещение, в котором работают сами на себя отдельные ИП. У каждого своя клиентура. Из-за этого подобные заведения имеют несколько мелких, но очень неприятных недостатков. 1. Туда очень трудно дозвониться. Мастера, которые заняты, брать трубку не хотят. А которые свободные, чаще всего куда-нибудь уходят, по магазинам или домой. Мне иногда приходится тратить несколько дней, чтобы наконец дозвониться до своего мастера. 2. Парикмахеры чаще всего работают в 2 смены. И никогда не знаешь заранее, в какую смену будет работать твой мастер. Приходится делать холостые звонки, чтобы только узнать, что ее сегодняшняя смена уже закончилась. Да, у каждого мастера есть свой личный мобильный номер. Но я принципиально не хочу по нему звонить. Потому что не хочу беспокоить человека, который находится сейчас на службе. Может быть, она отдыхает дома или плавает в бассейне, или сидит у зубного врача, или готовит обед, или просто мечтает о чем-то. 3. Очередь к хорошему мастеру расписана на 2-3 недели вперед. Да, я стригусь у хорошего мастера, но мне не нужно все ее мастерство. Мне нужно только одно ее умение – грамотно подстричь. Тем более иногда решение подстричься овладевает тобой неожиданно. Смотришь с утра, челка отросла, мешает глазам. Бежишь к телефону, чтобы записаться в парикмахерскую, а тебя отфутболивают на 2 недели вперед. Но разве можно 2 недели проходить с отросшей челкой? Конечно, нет. Берешь ножницы, все лишнее состригаешь, правда, выходит ужасно, но зато глазам ничего не мешает. А потом думаешь про запись к парикмахеру: лучше бы я записалась попозже, раз не смогла предугадать, когда у меня челка отрастет. 4. Когда звонишь в парикмахерскую, чтобы записаться к нужному мастеру, нужно приложить некоторые психологические усилия. Из-за этого многие даже не пытаются звонить, я тоже не люблю звонить. Не зря владельцы современных магазинов делают их самообслуживающимися. Покупатель пришел, молча набрал продуктов, и к кассе. Не надо никого просить, а потом объяснять, что вы хотели вот то, а не это. Мой мастер мне, не подруга. Я не хочу с ней общаться. Я просто хочу подстричь свои отросшие волосы, заплатить деньги и уйти. 5. Необязательность вольных мастеров.
Бывали со мной ситуации, запишусь, приду вовремя, а мастера либо нет, уехала отдыхать. Был у меня такой случай, либо она стрижет между делом какого-нибудь своего знакомого, который пришел раньше тебя без записи и стрижется по дружбе. Экспресс-стрижка в Польше. И вот, подобные экспресс-парикмахерские решили бы таким, как я, вечно занятым и не нуждающимся в каких-то сверхъестественных стрижках, массу проблем. 1. Не надо звонить. Захотел подстричься, пришел, постригся. 2. Экономия времени. Садишься в живую очередь, какой мастер освободился, тот тебя и возьмет. 3. Если мастера подчинены одному хозяину, хочется надеяться, что они одинаково хорошо обучены, плохих мастеров хороший хозяин держать не будет. 4. Экономия денег. Экспресс-стрижка обещает дешевые цены за услугу, 150-250 рублей за одну стрижку, а почему нет? Мастер за час пострижет 4 клиентов и заработает 600-1000 рублей, как и традиционный сегодняшний парикмахер, у которого масса времени уходит только на то, чтобы поухаживать за клиентом. Экспресс-стрижка в Харькове. Не для всех, конечно, такая услуга подойдет. Но для многих она будет желанна. Потому и развивается экспресс-стрижка вполне успешно. Она предлагает свой бизнес по франшизе и франчайзе. Работают во многих городах Украины, Польши и недавно открылся один салон в Москве, это собственный салон экспресс-стрижки, и 2 в Воронеже, открыты по франшизе. Помещение небольшое, но внутри все культурно. Мне кажется, очень перспективное направление для любого российского города, не только такого крупного, как Воронеж. Я в своем городе буду первым клиентом, если у нас тоже такую парикмахерскую откроют. Одним из достоинств этого бизнеса является ИБАХ, который стоит в каждом салоне экспресс-стрижки, автомат, через который клиент оплачивает услугу и получает талончик. Это позволяет обезопасить бизнес от ушлых мастеров, которым хотелось бы оставить все деньги себе, те не смогут принять оплату от клиентов лично в руки. По поводу условий приобретения франшизы. Инвестиции – от 550 тысяч рублей. Паушальный взнос – 150-250 тысяч рублей, в зависимости от города. Роялти – 2,5% от выручки. Подробнее смотрите на странице express-strika.ru, смотреть желательно не через Chrome, у меня через этот браузер страницы этого сайта вылетают. Как я почитала еще на этом сайте, они берут парикмахеров с опытом работы от 2 лет, обучают их своей новейшей технологии быстрой стрижки пичкуп, обеспечивают рабочей одеждой и дезинфекторами, но инструменты. Каждый мастер приносит свои. Работают мастера в 2 смены с 8 до 22 часов, одна смена с 8 до 15, другая с 15 до 22. Мастера получают на руки половину выручки салона. А выручка воронежского салона, к примеру, составляет 420-480 тысяч рублей в месяц, при средней загруженности 70-80 клиентов в день. Чистая прибыль салона составляет примерно 108-140 тысяч рублей в месяц. Подробнее эти выкладки и более подробный анализ данной франшизы вы можете почитать на странице FranchTop/анализы франшизы экспресс-стрейка. На мой взгляд, бизнес очень интересный и перспективный. Тем более для нас новый.
подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.